Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. У розпорядження головного управління розвідки потрапила розмова командира 184-ї бригади кораблів охорони водного району. Це в районі Новосибірська. Власне, у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Котов. Нагадаю, сьогодні вранці він пішов досліджувати дно наших водойм. А що ж там? Де ж там підводний човен Ростов-на-Дону? Є перехоплення наших гурівців. Як і що говорив командир 184-ї бригади? Давайте послухаємо. Докладывай. Ростов. Вы кто? Ну и отвечайте. Докладывает 578-й. Только командирским голосом, а не голосом заместителя, начальника расчета, оператора. Приняли? Сокол. Туман. Доклады принял. Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0:50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками. Не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль с вооружением там. АК-176-630. От, бачите, знайшло підтвердження слів, які я вам казав 2 години тому, що от Котов може нести гелікоптер також. Так от, підтверджує командир 184-го формування, що таки був гелікоптер на ньому. 40 хвилин доблесно боролися і напоролися. Сергій Котов потоплений. Ще раз вам нагадаю, що він був сформований і запущений на воду в 21-му році. Відповідно, може нести на собі і гелікоптери, і різного роду озброєння, різного міліметру. Його ціль, його мета патрулювання – це вистежувати цілі, доповідати, що відбувається в регіоні. Ну, от, очевидно, доповів, що 40 хвилин боровся і напоровся. Також хочу вам сказати, що там особовий склад може бути до 80 осіб. Так як він повністю затонув, мало ймовірно, що хтось з екіпажу вижив. Але найцікавіше наступне, що, нагадаю вам, влада Росії ніколи не підтверджує подібні інциденти. Навіть коли був потоплений флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, крейсер «Москва», відповідно, досі невідома доля тих моряків. Вони безвісті пропали, сім'ї цих моряків добиваються, аби знайти своїх синів, а їм відповідають, що невідомо вони де. І немало траплялося випадків, коли саме сім'ї, які дуже виступали за проведення так званої воєнної операції, стали її яскравими противниками, тому що їм відкривалися очі. Більше про процеси в Росії, про те, про що говорив Путін на зверненні до федеральних зборів, на федеральних зборах, та не тільки. З нами на зв'язку Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст. Ігор, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы в первую очередь, Игорь, спросить вас о обращении Путина к федеральному собранию. Он опять вспомнил о том, что там нужно менять элиты. Якобы нужно привлекать людей с так называемой специальной военной операции. Скажите, пожалуйста, это какой-то сигнал или то, что он что-то хочет менять, Путин? Или он все же просто дальше ставит ставку на военных, да, и пытается именно военных привлечь, потому что ему нужна поддержка войны России в Украине? Ну, тут много всего. Безусловно, это часть той самой другой России, которую Путин пытается построить. Потому что вот та Россия, которая сейчас есть, и которая полностью подчиняется Путину, он в ней хозяин, господствует, но она его не устраивает, потому что она, в общем-то, не очень хочет воевать. И поэтому Путину, конечно, нужна другая Россия. Россия совсем ничего уже не спрашивающая. Прежде всего, Путину нужна очень покорная элита. Элита, которая лично предана ему. И вот попытка привлечь людей, которые все являются военными преступниками, то есть участники вот этой вот преступной войны, желательно еще, чтобы они там тюрьму прошли, конечно, но
Это уж как получится. Но в любом случае, вот лично преданные ему, обязанные ему всем, то есть плюс еще, чтобы руки в крови были, это вот то, что надо. И вот таких людей Путин пытается тянуть. Получается плохо пока, потому что, в общем, контингент такой, который не очень способен встроиться в управленческую вертикаль, бюрократическую, но Путин пытается. Вот создана специальная программа, так сказать, обучение этих людей, их будут отправлять с фронта, по крайней мере, намерения такие есть. Не уверен, что это получится в большом масштабе, потому что на самый верх таких людей тащить, в общем, явно нет смысла. Значит, укомплектовать какой-то средний уровень вертикали, в общем, ну, с моей точки зрения, это такая немножко косметическая история. То есть, да, появится несколько совсем уже кровавых упырей, возможно, на губернаторских должностях, там на парочке, где-то там в администрации, может быть, появится такой персонаж. Но я не думаю, что это будет каким-то массовым явлением. Скорее, это все такая декларативная история. Но в целом, да, Путин пытается построить вертикаль из лично преданных людей. И, конечно, это реверанс в сторону военных. Мол, вы теперь любимцы нации, вы элита. То есть это такая попытка задобрить вот это вот военное сословие, чтобы оно, так сказать, было еще более предано.